Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10-е место. Это так громко. Ох, эти взгляды. Девятое место. Глаза направлены в единственную верную сторону, друг на друга. Восьмое место. Совпадение или нет? Снова отсылки. Тэхён сказал: «Меня вдохновил фильм «Зови меня своим именем». Любопытно. Полык, татуировщик Чонгука, выложил пост с тэйкук-татушкой и через некоторое время удалил его. Я удалил несколько комментариев, чтобы не пострадал мой клиент. Как же нужно достать человека этим обмороженным людям, чтобы вынудить человека удалить пост? Седьмое место. Так мило положил ладошки. Шестое место. Поведение пары. Иметь связь, как у Чонгука и Тэхёна, это что-то невероятное. Влюбленные со временем становятся похожими друг на друга по следующим причинам. Человек бессознательно выбирает партнера со схожими чертами, разрезом и цветом глаз, улыбкой, овалом лица. Семейное счастье. Чем более счастливым и продолжительным был брак, тем отчетливее прослеживается внешнее сходство. Язык тела. Партнеры со временем начинают копировать язык тела друг друга, жесты, какие-то неуловимые движения, позы. Особый способ общения. У людей складывается особый способ общения, иногда понятный только им двоим. Общий опыт. Совместная жизнь – это переживание множества впечатлений и эмоций. Они действительно счастливы, когда вместе. Пятое место. Независимо от расстояния и времени, они всегда предпочтут быть ближе друг к другу. Четвертое место. Забота.
Так выглядит настоящая гордость за любимого человека. Я здесь, детка. Третье место. Новости. Обновление Вевос. V-Type 1 Concept Post 2. Опять Тэхён делится с нами сокровенным. Тем, что очень личное. Показывая тем самым, что мы свои, нам можно доверяя. В первом эпизоде развлекательного шоу CONS2, который вышел в эфир 28 июня, показали эпизод с Тэхёном перед его зачислением в армию, в котором он сказал: «У меня есть цель. Я хочу изменить свой образ жизни в армии на тот, что поможет укрепить здоровье. Я хочу вернуться с крепким телом и здоровым духом, при этом очистив свой разум». Чангук в Твиттере 9 лет назад. 이 천동 그 길 아직도 지날 땐 마치 어제 일처럼 선명해요. 밤의 공원도 그 햄버거 집도 지하상가 그 Фотобук Тэхёна Type 1 является бестселлером в продажах во всем мире. После объявления о его выпуске фотобук был распродан за считанные минуты с момента старта продаж. Прошло 2 года, а свой шок помню, как сейчас. Растрепанные волосы Чангука – это моя Римская империя. Тэхён оказался точной копией своего отца. Очень часто бывает так, что девочки похожи на пап, а мальчики – на мам. Однако, бывает и наоборот, как, например, в случае с Тэхёном. Пользователи Twitter активно обсуждают такое поразительное сходство Ви и его папы. Наверное, отец Тэхёна разбил не одно сердце, как и сам Тэхён. Как будто клонировали. Очень здорово, теперь у нас 2 Тэхёна. В сети появился коллаж из фото, сделанный одной из поклонниц творчества группы, на котором изображены портреты Тэхёна и его отца. Сходство колоссальное. Черты лица, форма глаз, брови и даже прическа. Идентично абсолютно все. Участники южнокорейской капоп-группы BTS не слишком много рассказывают о своей личной и семейной жизни, предпочитая оставлять это за кулисами. Тэхён очень похож на своего отца не только внешне, но и внутренне. Милый, искренний, стеснительный – эти качества Тэхён перенял у него. «Все положительные качества во мне, от моего отца», — сказал Тэхён в интервью. «Я не буду страдать один.
Перевоплощение нереально быстрое. В честь 11-летия BTS Юна Ви, самый знаменитый фан-сайт Тэхёна, организовала мероприятие мини-выставку в кафе, посвященное Тэхёну. Compose Coffee поделились в видео с фесты 2024. Как мы все знаем, Compose Coffee были одним из спонсоров фесты. Они божественное чудо, которое бывает раз в жизни. Фанаты критикуют планы южнокорейского правительства по открытию новых BTS. Южнокорейский чиновник Чон Бён Гук подвергся критике со стороны фанатов за комментарии о следующих BTS. Правительство обнародовало план по превращению страны в одну из 4 крупнейших мировых контент-держав путем открытия новых талантов, подобных бойс-бенду Big Hit, через небольшие агентства. По данным СМИ, основной план заключается в повышении экономической ценности корейского контента путем превращения его в национальную стратегическую отрасль. На ближайшие 5 лет правительство планирует выделить 3 триллиона вон, в том числе 2 триллиона вон на счет фондов в сфере культуры, который ориентирован как на прибыль, так и на общественные интересы, и 1 триллион вон в стратегический фонд K-Content and Media, предназначенный для масштабных инвестиций в контент. Заместитель министра культуры, спорта и туризма Чон Бён Гук упомянул известный фильм, получивший премию «Оскар», «Паразиты» и номинированную на Грэмми группу в качестве примеров будущего корейского контента. Он сказал: «Мы откроем следующих BTS, сопровождая весь цикл разработки музыки для талантливых малых и средних агентств». При этом фанаты выразили свое недовольство, считая, что правительство Южной Кореи должно лучше относиться к BTS. Они считают, что правительство по-прежнему не признает вклад группы в индустрию развлечений. Поклонники высказали свое мнение по поводу этого заявления министра в социальных сетях. Не будет никаких следующих BTS, они божественное чудо, которое бывает раз в жизни. Тогда они еще должны искать следующих армий, потому что мы не можем, мы уже заняты нашими парнями. Честно говоря, радует тот факт, что участники BTS видят подобные заголовки почти каждый день, но остаются скромными и приземленными. Буквально повторение Саймона Коуэлла. Они никогда не ценят то, что имеют. Вместо того, чтобы принять то, что у них есть сейчас, они потратили последние 8 лет, пытаясь заменить их. В апреле 2019 года Boys Band провел пресс-конференцию, посвященную выходу альбома Map of the Soul Pyorson. После недавних комментариев заместителя министра Чон Бён Гука, который недавно высказался о группе, фанаты вспомнили заявление Юнги с той пресс-конференции. Во время конференции его попросили дать напутствие айдолам Трейни, назвав их следующими BTS. На что Юнги ответил, что следующих BTS не будет, объяснив, что у каждого есть те, кем они восхищаются и на кого хотят быть похожими. Однако он заявил, что люди не превращаются в своих героев, а становятся другой версией самих себя. Он сказал: «Лучше получить другого великого артиста, певца, чем следующих BTS». Амбассадор брендов Ким Тэхён, которого все любят.
Вчера исполнился ровно год с тех пор, как мы получили новости о том, что Чангук официально начинает свою сольную карьеру. На тот момент мы и представить себе не могли, насколько это перевернет весь мир. Чангук действительно является самым успешным корейским сольным артистом. Ты моя вселенная. Самые запрашиваемые айдолы кей-поп по всему миру в 2024 году в Google. Хороший стул, я бы присел. Объявлении, когда Тэхён называет Чангука Хёном. Значит, мы все знаем, что существует одержимость возрастной иерархией. И вот это вот Хён и Донсин просто бетонная. Как и навязанный стереотип, что Хён завсегда супер-пупер, а младший, но он берет пример, служит и прочее. Казус случается, когда возникают отношения вне одного возраста. Не все вообще это приветствуют и считают уместным. И речь тут больше про однополые отношения. Если что, то инфа взята из монографии и диссера. И не всегда одному из пары удается все-таки другого получить в отношения. Хороший способ стать Хёном. То есть показать свою зрелость, внутреннюю состоятельность, готовность к отношениям вот через это, покровительственную заботу, готовность принимать решения и отвечать за другого человека. Хён отвечает за себя и за своего Донсина. Донсин отвечает только за себя. Становясь Хёном, Донсин демонстрирует готовность отвечать не только за себя. Надо во что бы то ни стало дожить до момента, когда эти обнимашки вернутся к нам. На одном интервью Тэхён говорил о том, что начал читать одну книгу. «Я недавно начал книгу, она называется «Я дома», но все равно хочу домой». В ней много утешительных и поддерживающих сообщений. Хотя я прочел только обложку. Тэхён занял 5-е место в рейтинге «Любимый певец корейских девушек-подростков», единственный представитель в опросе, как участник мужской кей-поп-группы. Тэхён продемонстрировал свою популярность, будучи включенным в список любимых певцов Кореи даже во время службы в армии. Тэхён был выбран 5-м любимым певцом среди женщин-подростков от 13 до 18 лет, что доказывает его звездные качества и популярность. Среди всех участников айдол-групп K-pop Тэхён – единственный певец, выбранный в категории «Любимый певец». В частности, он привлекает внимание, пользуясь популярностью среди населения, хотя вообще не ведет активной деятельности из-за военной службы. В отличие от других участников, которые были раскрыты и общались с фанатами еще до их дебюта BTS, Тэхёна держали в секрете в течение 2 лет после того, как его выбрали стажером в 2011 году. Они объявили о своем существовании 2 июня 2013 года, всего за 11 дней до дебюта BTS, а их лица впервые были раскрыты 3 июня. Председатель HYBE Бан Шихёк сказал по этому поводу: «Нам нужен был импульс, чтобы объявить, что команда под названием BTS сформирована». Тэхён обладал огромным обаянием как во внешности, так и в личности, поэтому мы думали, что это окажет влияние, когда он наконец будет раскрыт. Это была эффективная стратегия в формировании общего имиджа команды и произведении впечатления на фанатов от каждого из участников, сказал он с самого начала, предсказывая славу Тэхёну.
Стратегия председателя Бан Шихёка сработала. Тэхён привлек много внимания, когда его раскрыли. Он сыграл роль загадочного принца фандома до такой степени, что его оранжевые волосы появились в поисковых запросах, связанных с BTS, всего через несколько месяцев после его дебюта. В течение последних 11 лет Тэхён блистал не только как певец и участник группы, но и в различных сферах, таких как актерское мастерство, развлечения и реклама. Даже во время службы в армии он является позитивным образцом для подражания, демонстрируя в Корее образ здорового молодого человека 20 лет, способствуя улучшению имиджа корейских вооруженных сил. Чангук сделал песчаную горку, чтобы быть одного роста с Намджуном. Это так целовательно. Будьте собой. Создавайте свой собственный уникальный стиль. Статья, что инвесторы думают о генеральном директоре Мин Хи Джин. В отрасли всех интересовало, когда генеральный директор Мин покинет Hype. Об этом подробнее от представителя другой компании. Мин будет тяжело выбраться из Hype. Будет трудно найти кого-то, кто потратил бы столько же денег на NewJeans, как председатель Бан Шихёк. Сможет ли она встретить хороших инвесторов, если просто уйдет? Реакция инвесторов была совершенно разной. Во-первых, существует риск владельца. В апреле прошлого года, в тот день, когда Мин стала самым известным человеком в Корее, на своей первой пресс-конференции известный инвестор в частном порядке сказал: «Знаете, что инвесторы ненавидят больше всего? Ты наносишь мне удар моими же деньгами. Вы можете потерять деньги. Это нормально для инвестирования. Но предать инвестора. Больше нет доверия». Второе – мое отношение как продюсера. Во всем мире для производителей считается добродетелью не выходить на первый план. Потому что именно артист должен сиять больше всего. Люди, у которых я брал интервью, в том числе композитор Бдок из BTS, хореограф Сон Сондык, Хан Сонсу из Seventeen и Ким Сон Хён из Led Zeppelin, все сказали: «Я ничего не сделал». Вот почему я смиренно говорю: все это сделал артист. В частности, самая большая слабость индустрии кей-поп в том, что это созданная группа. Акцент Мин Хи Джин на том, что успех NewJeans — это успех, который создала я, снижает ценность группы. В аналогичном контексте Кёнзи, которую называют де-факто матерью S-Entertainment и которая написала и продюсировала множество хитов для Girls' Generation. EXO, SHINee, aespa и так далее, крайне избегает воздействия средств массовой информации и говорит: «Больше всего я ненавижу, когда меня называют матерью кей-поп. Хорошие родители не подчеркивают, я их хорошо воспитал». Нынешний успех NewJeans был достигнут не только генеральным директором Мин. Это результат того, как Пак Джин Йен, Джип, осваивал американский рынок вместе с Бан Шихёком, слез, пролитых во время тура по Соединенным Штатам с женской группой Wonder Girls. Тех дней, когда основательница Pledis Хан Сон Су была гастрольным менеджером Боа, и годы, которые он провел, путешествуя по Азии с Боа. На этой основе BTS и Blackpink расцвели, и в результате молодые группы более комфортно перемещаются по мировой арене. Вот почему текут слезы, когда они вместе с Шихёком выступали на сцене в Eversecond. Ничего необычного, просто эфиры Чангука.
Джин из BTS может в скором времени выпустить свой долгожданный сольный альбом. Джин – первый участник BTS, который был уволен с обязательной военной службы. Он вернулся как раз к BTS Феста и отпраздновал 11-летие группы вместе с ARMY, устроив фан-встречу, в том числе с обнимашками. С тех пор ARMY терпеливо ждали дальнейших планов Джина, пока он наслаждался заслуженным свободным временем и отдыхом. Теперь Джин рассказывает о своей следующей главе. В следующем месяце выйдет второй сольный альбом Чимина «Muse», пока он еще проходит военную службу. Он подготовил альбом еще до поступления на службу, чтобы его можно было выпустить для ARMY, пока они ждут возвращения участников. Джин прокомментировал недавнее сообщение на Weverse, связанное с Muse. Он рассказал, что станет следующим участником BTS, который выпустит новую музыку. «Чимин, я следующий». «Я тоже буду петь», — написал Джин. Джин — единственный участник BTS, который технически не выпустил официального альбома. До своего релиза он выпустил только сингл «The Astronaut», физическая копия которого состояла из нескольких экземпляров. ARMY помнит, что ранее Джин уже говорил о работе над своим альбомом. Он рассказал, что работает над сольной музыкой во время прошлого ужина Феста и Бантан Бомб. Джин уже давно намекал на свои планы в течение последних нескольких лет. ARMY с нетерпением ждут, когда же мы наконец услышим альбом Джина после стольких лет. Зная, что работа над ним велась так долго, мы уверены, что он будет стоить ожидания. Им также нравится, что Джин всегда делает все на своих условиях, объявляя о своих планах сам, а не через компанию. Просто напоминаю, что в нашей вселенной существует этот бог. Нежное напоминание. Чангук – самая очаровательная крохотная бусинка. Второе место. Это так интимно. Рядом с Чангуком руки Тэхёна живут своей тактильной жизнью, касаются едва или ощутимо, ощупывают нежно или с нажимом, поглаживают мимолетно или так долго, как того захочется. Его язык любви на кончиках пальцев. Обожаю то, что Тэхён может коснуться Чангука в любой момент. Постоянно берет Чангука за шею, как будто собирается поцеловать его. Как Тэхён совершенно свободно гладит внутреннюю часть бедра Чангука, как будто это его личная часть. Тэхён всегда делает это, признаем. Первое место. Тот факт, что они ходили к гадалке, чтобы узнать, что они дополняют друг друга. Все друзья же так делают, да. Видеть Чангука и Тэхёна вместе уже необходимость, в которой мы очень незаметно пропали.
это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.